Друзья, Kinetic Giga KN 1011 на Wi-Fi 6. Вы знаете, очень долгожданный обзор и, наверное, один из самых часто спрашиваемых в последнее время на моем канале, но теперь он наконец-то на нашем канале с обзором. Так что Kinetic здесь в студии, поехали. Многие думали, что Kinetic выпустит нечто новое. Я вам честно скажу, если взять Kinetic Giga 1011 и старый Kinetic 2017 года, то визуально вы вообще не найдете никакой разницы абсолютно. Все то же самое расположение портов, то же самое расположение антенн, дизайн абсолютно такой же, и даже крепление в стену находятся на тех же местах, как и у первого Kinetic. Но обновление все-таки есть обновление, и действительно здесь немножечко больше интересных плюшек, которых не было в старой Гиге. Так вот, давайте обсудим немножечко разницу этой самой Kinetic Giga. Центральный процессор все тот же MT7621ET на 880 МГц. И это, по-моему, единственное, что у нас точно такое же, я имею в виду из таких крупных узлов. Потому что за Wi-Fi отвечают совсем другие чипы. И если это было MT7615DN, при этом для обоих частот, то уже в Kinetic 1011 это MT7915D. И, соответственно, скорость у нас была в старом Kinetic 400 мегабит, для 2,4 ГГц, в новом Kinetic для 2,4 ГГц 574 мегабита, а для 5 ГГц в старом Kinetic было 867 мегабит в секунду, скорость коннекта базовая, а для Wi-Fi 5 ГГц для этого самого Wi-Fi 6 1201 МГц. И вот это уже, откровенно говоря, достаточно серьезное изменение. А также у нас стало в 2 раза больше памяти DDR3. В старом Kinetic было, вернее, в старой Гиге было 256 мегабайт, здесь 512. Но все так же флеш-хранилище 128 мегабайт. Слушайте, ну вот эти вот все улучшения, это не все, что было. Также у нас появился класс Wi-Fi AX 1800. До этого он был AC1300 Wave 2. Само собой, это повлекло за собой появление плюшек Wi-Fi 6, таких как OFDMA, BSS Coloring. Короче, эти плюшки позволяют нам уменьшить задержки, которые могут быть в сети Wi-Fi. Не буду вам рассказывать более детально, потому что это уйдет в лекцию на час. А про эти плюшки давным-давно уже все читали, да и Google никто не отменял. Мы в данном тесте, вернее в данном обзоре не будем делать полного обзора его там каких-то интерфейсов, его внутренней панели управления, потому что вы можете пойти и посмотреть, допустим, старый наш обзор на Гигу, и там мы это все детально показывали. В данном тесте, вернее в данном обзоре мы с вами его потестируем. А что мы потестируем? Мы потестируем Wi-Fi 5 ГГц на внешний мир, мы потестируем Wi-Fi внутри, мы, конечно же, потестируем подключенную самбу и посмотрим, как он может взаимодействовать с ТВ-боксами через DLNA. Ну и, конечно же, посмотрим, что там есть торрент-качалка, потому что наш канал специализируется на смарт-ТВ-боксах. Именно для домашнего использования мы его как бы так позиционируем. К тому же здесь же есть поддержка IPTV, видели? IPTV, а это значит, что у вас не возникнет проблем с проигрыванием, вернее с просмотром IPTV через технологию мультикаст. Также мы протестируем SFP порт. Раньше у нас не было такой возможности, сейчас у нас есть SFP, и я вам скажу сразу, что SFP здесь полностью соответствует заявленным характеристикам, как и LAN порты, как и WAN порт. То есть здесь мы получим чистый гигабит. По Wi-Fi возможностям, пожалуйста, смотрим далее обзор. Меня очень сильно порадовала дальность работы данного роутера. Это значит, что в нашей студии от одного конца в другой конец через 2 стены и одну металлическую дверь он пробивал и терял не более 67%. А это для нас, не более 64, по-моему, да, ну дальше в тестах увидите. А это для нашего теста, то есть у нас есть такая дистанция, где мы тестируем все наши роутеры. И по нашим стандартам это четко вписывается в нормальную работу роутера на Wi-Fi 6. В принципе, с дальностью у нас, конечно, никаких вопросов не появилось. Очень хорошо, что данный роутер поддерживает подключение вот этих вот, видите, через USB, вот такого вот 3.0 подключения жестких дисков. А также, конечно,
конечно, поддерживает подключение модемов, 3G модемов, 4G модемов, и очень все хорошо. Да, кстати, еще забыл сказать, что здесь 5 dBi-ные антенки, 4 штучки, полностью поворотные. Классный роутер. Действительно, симпатичненький. Симпатичный роутер, который еще и может работать как меш-узел, и как главный узел, как дополнительный узел. Мы уже делали обзор как сделать меш на кинетиках в режиме домашнего пользования. То есть, пожалуйста, там в описании под видео есть такой обзор, как и в принципе в описании под видео есть у нас ссылки на всех продавцов, на этот роутер, на проверенных продавцов. То есть вы там не можете не бояться приобретать. А вам предлагаю я подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Ну и, конечно же, поучаствовать в розыгрыше ценных призовых подарков. А на момент съемки этого видео это RTX 2060. И ссылочка там внизу в описании под видео. А если его там нет, то там есть нечто более, скорее всего, интересное. Поэтому мы берем уже этот Kinetic Giga, идем на распаковку, на тесты. И напомню, мы только тестируем на внешний мир. Мы конкретно сейчас работаем в варианте домашнего взаимодействия для Smart TV бокса, то есть для вашего домашнего компьютера, для вашей домашней сети, именно в таком варианте прямого подключения на внешний мир, на Амстердам в том числе. Все, ребят, переходим. Giga Wi-Fi 6 AX1080. И некоторые считают, что Giga у нас не обновилась. Это все фигня. Сейчас мы с вами протестируем это все действие. Во-первых, вскрываем. Да прям вот круто-круто. Круто-круто. Ой, сразу у нас, знаете, что удобно? Что пишут у нас характеристики. Тот же самый MIPS процессор на 880 МГц, 512 МБ DDR3, 128 флеш памяти, аппаратный ускоритель маршрутизации операции, беспроводная сеть Wi-Fi на 1200 мегабит в секунду, это в диапазоне, это Connect базовый, в диапазоне 5 ГГц и 574 в диапазоне 2,4 ГГц. Поддержка стандартов 802.11 ABGN ACAX с WPA3, плюс еще Enterprise есть. Кстати, для бизнеса можно использовать. 2x2 MUM-IMO, OFDMA, beamforming, Airtime Fairness. Короче, слушайте, многоканальный FEM для ускорения Wi-Fi сигнала. То есть здесь есть все фишки Wi-Fi 6. Порт для оптоволоконных модулей SFP 100 и 1000 мегабит. Хотите, попробуем вообще. Вот очень интересно, как он работает. Ну и тут, в принципе, уже больше нам читать нечего. Подходит он и для mesh-систем. Это классно. Давайте раз. Убираем. Блок питания. Перед тем, как достанем сам кинетик, блок питания, сразу посмотрю мощность. Мне интересно, насколько она увеличилась. 24 ватта. Ну, достаточно стандартный. 12 вольт, 2 ампера. Патчкорд плоский, как обычно. Любит кинетик ложить в свои изделия. И сам по себе роутер. Давайте посмотрим. Вот. У нас поворотные антенны. Ну, дизайн вообще, если сравнить со старой гигой, вообще не изменился. Есть сверху панель индикации, есть у нас кнопка Wi-Fi, есть у нас USB 2, USB 3, Function 1, Function 2. Конечно же, здесь можно использовать и 4G модемы, и какие-либо SSD диски, либо жесткие диски. У нас есть WAN, есть 4 LAN порта, есть SFP модуль для подключения оптики. Да не только оптики, у меня, например, есть вот такой вот модуль для LAN RJ45 еще дополнительно, поэтому можем использовать так. Сгорел этот порт, SFP поставили. Я, конечно, утрирую. Но, в принципе, увидели то, что увидели. Будем уже переходить и тестировать данный роутер. Поэтому поехали. Так, друзья, смотрите, мы уже подключились, мы все настроили. Будем тестировать по полной в плане того, что мы протестируем его еще как взаимодействие, именно как, знаете, такого бомжа NAS, имеется в виду мультимедийные возможности в плане DLNA сервера, и, конечно же, сам будем тоже тестировать. Но начинаем с самого простого, это тест LAN RJ45, потому что он подключен к гигабиту, но перед этим я буду тестировать, я вам пообещал, что я протестирую его еще и через SFP порт. Сейчас он подключен. Смотрите, давайте мы сейчас обновимся. Проводные подключения. Я подключил его через SFP, но у меня отмечает почему-то, что, вот смотрите, у меня SFP порт подключен. Вот он, пожалуйста.
То есть вена нет, но у меня почему-то отмечает 0, но при этом интернет есть. То есть Connect есть, скорее всего, какая-то внутренняя ошибка самой прошивки, что она просто не отображает сейчас правильно SFP. Ну, ладно, SFP работает вообще, то есть мы сейчас тестируемся на SFP порту. Так, 837, 956, 945, 947. Ну, как всегда, Kinetic показывает максимал, возможный вообще максимал, то есть по-другому быть не может. Еще раз проверим. Так, поднимается 846, 797, 843. Ну, здесь же еще играет роль того, как отдает та сторона, да, то есть мы должны с вами понимать, насколько это все правильно работает еще и на той стороне. 600, 664, 658, ну да ладно, сейчас проверим все-таки реальный порт, то есть, ну мы с вами 950 мегабит в пике видели, это вообще не вопрос. И сейчас без реверса тоже стартанем, попробуем. 835, 951, 945. Хорошо, ладно. С этим все в порядке. Пока мы на LAN RJ45, мы с вами сразу же проверяем Sambu сервер. Смотрите, он у нас подключен этот сетевой диск. Вот он, новый том. Подключен SSD к USB 3. Смотрите, перед тем, как начну копировать что-то, сейчас я вам покажу, как это вообще сейчас выглядит. Само по себе раздел вот этого приложения USB. Смотрите, заходим в приложение, и у меня здесь установлено личное облако. Это сервер WebDAV. Я по протоколу WebDAV получаю доступ. Сервер Samba и медиатека DLNA. Это значит, что он поднимает здесь DLNA серверы. Я могу получать доступ, например, на моих любимых, скажем так, смарт-телевизорах, именно к тому контенту, который здесь есть. Но при этом мы все должны помнить, что здесь еще есть и торрент-качалка. Видите, у меня сейчас поднята медиатека DLNA, сервер с SMB. Вот как раз я сейчас в компонентах операционной системы выбираю именно BitTorrent. Мы также можем еще установить FTP сервер, SFTP сервер. Ну, короче, то есть здесь очень много различных моментов. Давайте я установлю обновление, подтвердим, потому что BitTorrent клиент нам нужен. Мы будем все-таки его использовать как мультимедийный центр. В конечном итоге эту Kinetic Giga Wi-Fi 6. Пошла перезагрузка, и уже после этого тестируем Sambu и поехали дальше. Вот наш Kinetic интернет-центр перезагрузился. Если мы сейчас зайдем с вами в те же самые приложения, смотрите, сейчас диск поднимется. Все, поднялся наш диск. Ну, смотрите, можем выбрать торрент-клиент. Папку для хранения файлов выберем, на том же самом диске будет папка download, и сохраним. Включаем торрент клиент, по максимуму хочу, допустим, погонять этот самый интернет-центр. Перейдем к закачкам, вот они у нас. Сейчас мы будем еще и закачивать, подождите. Тестируем Sambu, все самое интересное. Samba диск у нас подключен, выберем файлик побольше, вот на 1 гиг, и давайте скопируем. Воу, подожди, скорость была в пике 110, сейчас 102, 103, 107, 106, 103. Давайте его удалим и еще раз попробуем какое-нибудь на чтение. Ну, давайте выберем, вот еще один, давайте копируем, чтобы подтвердить данные. И 102, 103, ну, короче, вообще в пике у меня было до 112 доходило, все. Слушайте, отличные показатели скорости. Почему я говорю сейчас про ограничение интернета? Потому что вот эти показатели мегабайт в секунду нужно умножать на 8. То есть если 110 в пике умножить на 8, это 880 мегабит. Именно с такой скоростью он передавал файл на наш компьютер по Sambu. Но давайте вернемся к нашему торрент-клиенту. Тут время сессии истекло, хрен с ним. Давайте мы добавим чего-нибудь. Идем на всем известный трекер и выберем чего-нибудь интересного. Ультра HD видео. Вот есть круиз по джунглям. Скала Джонсон уже скатился, да, со своими круизами по джунглям. Давайте добавим, выберем файлик и нажмем ОК. Так, загружаются у нас, и пока его приостановим. Объясню почему. Нам же нужно закончить тесты с вами, а то мы уже тут, знаете, как-то разбежались в торрент-качалку. Теперь мы будем с вами тестировать скорость по Wi-Fi. Переключаемся на Kinetic 5G. Все туда же по Wi-Fi идем на Амстердам, пробуем. Еще раз тестируем. Сейчас, конечно же, мог просесть какой-нибудь у нас интересный момент, какой-нибудь узел посерединке, и мы получаем там результат не 950, хотя здесь Wi-Fi должен показывать 950, и мы сейчас этого добьемся.
Давайте мы с вами подключим 2.4 сразу, потом уже пойдем по порядку внутри сети тестировать. Давайте стартуем 2.4. Сколько? 2.4, 240, вот 250 мегабит. Это вообще максимальный показатель, который я когда-либо видел вообще. 270 мегабит. Да ладно, слушайте, давайте в реверсе сделаем. Посмотрим. Я вот сейчас прям аж подвис. При этом, знаете, что самое интересное? Он на 2.4, вытягивает многопоток. Это о многом говорит, но на 2.4 в реверсе тут надо тоже еще посмотреть. 145 на 104. У меня еще ни один роутер 70 потоков на 2.4 вообще не вытягивал, даже самый мощный Wi-Fi 6. Это я вам серьезно говорю. То есть для тех, кто хочет получить в 2.4 нечто сумасшедшее, то вот он, гига новая, вообще сумасшедшая. Мы теперь будем определять максимальную возможную скорость через Wi-Fi. Делать мы это будем с помощью моего смартфона, тоже с Wi-Fi 6. Для этого мы на нашем смартфоне поднимем сервер. Давайте. Слушайте, ну раз мы уже здесь, давайте здесь проведем тест на внешний мир, тоже на Амстердам через смартфон, чтобы тоже так уже под... Стоп. Мы сейчас тестируемся на другом роутере. Надо переключиться на Kinetic, обязательно. Так, Kinetic, слушайте, вот люблю, когда у меня море позитивных эмоций от этого роутера. Я вам серьезно говорю. Вот когда бывают там заурядные роутеры, бюджетные роутеры, но когда ты получаешь в руки Kinetic, то вообще просто сумасшедшая штука получается. Так, мы подключились на 5 ГГц. Давайте травим на внешний мир. 775, 860, 712, 827, 788, 800 мегабит. Ну, короче, мы сейчас обязательно поднимаем сервак. Давайте сервер. Самый простой сервер. И здесь ставим порт нормальный и прописываем IP-адрес нашего смартфона. Стартанули. Тадам, 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 тадам. 777, 790, 806, 772, 785. То есть у нас был сендер 895 мегабит. Давайте попробуем. Это было в реверсе. Давайте пробуем еще раз. 800, 775. У нас внутри сети с Wi-Fi на LAN. То есть вот то, что мы имеем на текущий момент. То есть Wi-Fi на LAN 852 мегабита. Так, пробуем в диапазоне 2,4 ГГц. Подключились. И давайте стартанем еще раз. Пробуем. Так, 107, 151, 142, 138, 149. Так, слушайте, ну ресивер 134 мегабита. Как-то интересно, давайте количество потоков уменьшим. До 40 примерно. Сейчас посмотрим. Он вытягивает 30 потоков. То есть для 30 потоков 123 мегабита это хорошо подходит для умного дома. Я вам серьезно говорю. Практически все устройства умного дома, они работают в 2,4 диапазоне. Давайте уменьшим до 30, чтобы у нас был чистый результат. 205, 91, 136. Ну вот средний у нас 175 в пике было, 139. 30 потоков он вытягивает, даже 31 поток вытягивает по 2,4, еще и 188 мегабит, спокойненько. Очистим экран. Слушайте, а знаете, что еще хочу попробовать? Я хочу попробовать его на дальность. Очень сильно хочу попробовать на дальность, поэтому я запустил сервачок. И сейчас мы сделаем на один поток. Тест на один поток обязателен. Сначала проверяем 2,4 мегабита, 2,4 гигагерца. Смотрите. Тут у нас будет средняя сейчас скорость 127 на 126. Давайте еще раз проведем, для того, чтобы была средняя, ну, примерно то же самое. Анечка, твоя помощь нам нужна. Да, твой выход 124 на 123, то же самое. Смотри, не даешь заснуть, и будет два теста. Уходишь первый тест к металлической двери, то есть мы сейчас тестируем, у нас получается одна стена капиталка, в ней металлическая дверь, плюс еще одна стена не несущая, и потом переходим аж к другой металлической двери, у нас получается в общей сумме 25-30 метров. Сейчас она дойдет, постучит. Ну, есть. Можем на один поток запускать сейчас спокойно. Так, есть у нас падение в 2,4, но это нормально, потому что мы там обычно... Это нормальное падение для 2,4 для этого расстояния. Сейчас мы еще один тест запустим. Давайте. Это нормальное падение для 2,4. Я здесь другого не ожидал. 29 разделить на 125 мегабит. Ну, на 77%. Да, это так и есть.
Сейчас мы это все дело проверим для 5 ГГц. Идет. Аня, ну где ты? 2 уже сделал. Аня у нас завтыкала. Давай на 5 ГГц. Слушайте, ну, мне пока нравится. Сейчас от 5 ГГц Wi-Fi 6. Это 100% будет такая же ситуация, как и у всех других представителей, когда Wi-Fi 6 в 5 ГГц работает круче. Давайте, где там у нас на 141 порту, ой, на 141 IP-адресе. О, так, тестируем. Воу. Куда меня понесло? Тестируем на один поток. Фух, так, хорошие показатели для одного потока, выше 350 мегабит. Сейчас получим 2 раза средний результат, 382 мегабита. Давайте еще раз. Стабильненько идет вообще. Ничего так, скажу вам. Так, идешь туда же, 2 теста. Не прозевай второй. Так, Аня отходит. Так, Аня ушла, доходит. Все, постучалась, поехали. В одном потоке 136, 151. Слушайте, он неплохо вообще. Неплохо держится, как для этого теста. Давайте еще разочек. У него хорошее покрытие. Действительно хорошее. 137, 134, 134. Смотрите, как очень 134. При этом разница между потоками вообще минимальна. 137. У нас получается... Сколько у нас там было? 386, 137. Делим на 386. У нас падение на 64%. Абсолютно нормальное, вписывающееся в общую картину падение при удалении на то расстояние, которое мы для себя определяем в тестах роутеров, именно в тестах производительности этих самых 5 ГГц. Слушайте, ну вкрай неплохо на самом-то деле. Хочу еще, знаете, потестировать наружу еще немножечко. Давайте Kinetic 5G подключим. Давайте увеличим количество потоков. Мне кажется, что потоков маловато. Он может больше. Смартфон я уже отключаю. Ловить мне здесь больше нечего на смартфоне. 733 на 733. Подтверждаем. Так, давайте еще с вами протестируем. Я не знаю, спид-тест погонять, что ли. Хочется. Стабильно показывает. Сейчас мы на какой-нибудь сервер. 500, 600, 700. А ну давай. 800. А ну дашь? 900 дашь? А ну, блин, по Wi-Fi 800. 820. Ну, неплохо. Хорошо работает, действительно хорошо работает. 820 на 784. Очень буду ждать, когда выйдет вообще новая платформа на армах. Ну, блин, работает. Давайте сервер погоняем другой. Поехали. Опа, 840. Тут еще от серваков зависит, понимаете? Мы тестируемся днем, когда все загружено, 860 мегабит на другой сервер, почти 857. Это все на Wi-Fi. То есть это мы все на Wi-Fi проделываем. А теперь у меня есть еще один вопрос. А если мы подключим с вами его не через SFP порт, а через, то есть SFP я убираю, а через обыкновенный WAN. Имеет ли он какую-либо разницу? То есть нам это тоже важно понимать. Сразу же стартуем тот же самый тест и на внешний мир тоже потестируем сейчас. На Magic iPerf. Так, 800 перешагнуло, 30, ну примерно то же самое. То есть порты работают одинаково практически. То есть в пике у нас там 840 доходило. Можем еще раз на Magic iPerf для закрепления совести. Так, и потоков побольше дадим. Поехали, посмотрим, что у нас получится. Ну, Wi-Fi 733, 771, 782, 783, 762 на внешний мир. Ну, есть как есть, показываем. Все, ребят, по тестам скоростным мы, конечно же, закругляемся. Но хочется еще, знаете, что отметить. Работу с мультимедиа. Мы все-таки должны с вами закончить эту работу с мультимедиа. У меня сейчас, вы видите, выведен через Grabber мой ТВ-бокс. И разверну вам даже, чтобы удобнее было. И мы понимаем, что у нас здесь есть NAS, то есть, ну, как бы такой бомжи-NAS, как мы это называем. У нас есть поддержка DLNA. Мы можем вот зайти, например, в Explorer и посмотреть через DLNA поднятый этот NAS. Вот он, Kinetic Giga. Мини DLNA на Kinetic OS.
Я здесь просто покажу, что он есть, будем проигрывать через другие моменты. В LAN мы попробуем с вами добавить сервер, через поиск проведем. Ой, Kinetic сразу появился, видели? Kinetic сразу появился и сразу открылся у нас доступ к нашему NAS серверу. Так, NAS серверу доступ получили. Давайте попробуем проиграть что-нибудь. Я это буду делать, ну, например, через VLC. Вы можете это делать через любой плеер, который поддерживает, допустим, те же самые UPnP, вот как мы видим, да, DLNA, UPnP. Здесь мы можем с вами выбрать. Давайте, выбрали папки, опустимся ниже, найдем файлы какой-нибудь. Так, где у нас тут тестовые файлы? О, Sony Pictures 4K. Сейчас посмотрим. И мы спокойненько можем с нашего Kinetic Gigi просматривать фильмы через вот этот вот самый подключенный жесткий диск. А вы помните скорость, да, с которой он работает по доступу. То есть DLNA здесь поддерживается. Еще нам нужно, можем проверить через другой вариант, через, допустим, приложение. Сейчас покажу, у меня есть такое приложение, называется DLNA Channel. Мы можем прямо в каналах получать доступ к нашему контенту, сохраненному на этот самый NAS. Ну, давайте выберем на этот самый роутер. Куда-то меня понесло, не туда. Давайте выберем какой-нибудь ролик. Ну, вот LG New York. Да, в принципе, там вообще через Vimeo Media Player проиграем. Итак, вуаля, все работает. То есть у нас есть еще и полное взаимодействие с ним в плане того, что мы используем его как DLNA сервер. Но это же не все. Мы же помним, что у нас там еще есть торрент-качалка, так называемый Transmission. Давайте запустим его, пускай закачивает. А мы с вами можем перейти. Вот он как раз пошел загружаться. Ну, сейчас пока 3 мегабайта в секунду, пускай набирает скорость. То есть это вообще универсальное такое средство, да, универсальное какое-то решение. Плюс мы сюда можем еще 3G модем или 4G модем залупашить. Вообще я мог бы, конечно, бесконечно долго здесь рассматривать различные моменты настройки этого самого интернет-центра, но это неинтересно. Мы делали уже обзор на оригинальную гигу, и нам это не интересно. Единственное, на что хотел бы обратить внимание, сейчас я вам покажу здесь. Давайте. Именно в домашней сети, в настройках Wi-Fi. Это у нас такие нововведения. Это значит, что он поддерживает все эти технологии OFDMA, MU-MIMO, Airtime Fairness. То есть это все то, что у нас позволяет уменьшить задержки. То есть это то, что у нас в качестве нововведений. То есть есть OFDMA, есть UL OFDMA, есть поддержка MU-MIMO, есть поддержка beamforming. Ну, короче, у нас здесь есть полный набор этих функций. Единственное, что, конечно, хотелось бы еще 160 МГц здесь, чего я как раз здесь и не вижу. Ну, есть как есть. Ладно, ребят, будем проходить, резюмировать данный интернет-центр, но он мне действительно сильно понравился, то есть действительно неплохо работает. Все, переходим и резюмируем. Выводы у меня однозначно. Я очень люблю Kinetic, и если в студии у меня там стоит какие-то сумасшедшие роутеры на огромное количество устройств, то дома я использую старенький Kinetic Ultra. Я думаю, пришло время обновиться на Kinetic Wi-Fi 6 ГГц, потому что у меня все больше и больше устройств появляется именно Wi-Fi 6. Мы его рекомендуем. Действительно неплохой роутер. Многие сейчас будут кричать, что Bubble там устаревшая МТК платформа, надо ARM, а там MIPS. Ребята, фигня это все. Знаете, как говорится, работает, не трогай. Вот так вот. А новое еще, знаете, видели мы новые на Qualcomm. Поэтому рекомендуем, ребят. Ссылки там внизу. Если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.